Привет, друзья! И вновь я в Анапе. В этом ролике я поделюсь с вами впечатлениями, какое произвела на меня Анапа. Анапа историческая, с богатой историей, с богатой географией. А поможет мне это вам рассказать краевед Виктор Степанович Чащин. Еще мы с вами побываем на Утрише, увидим несколько новых пляжей, ну и будет небольшое приключение. В этот раз я до Анапы добиралась совершенно другим путем. Можно долететь до Ставрополя, а билеты купить по ссылке на Авиасейлс, а дальше добраться на автобусе. Это один из альтернативных маршрутов, которые доведут вас до прекрасного города, места и многочисленным пляжам. Значит, смотрите, вот Анапа. Вот это вот поля. Вы посмотрите, какая красота. Это достаточно самому отъехать буквально 2 километра, и ты попадаешь в заповедник маков, вот каких-то тут еще цветочков. И все это в рапсе. Вот такой вот рапс, из которого делают растительное масло. Поедем посмотрим дальше, что дают аграрии Кубани отдыхающим из Анапы. В общем, когда изрядно проголодаешься, хочется очень бургер заточить. Попробуем в Краснодарском парне. Уж не помню, кто-то мне посоветовал. Ну что, и в Краснодарском парне очень миленькое заведение. Вот, я заказала биф-черри бургер, картофель по-деревенски маленький. Ну и очень хочется все это запить с пивком. Взяла их фирменное пиво. Значит, чек на 1045 рублей. Вполне неплохо. Что еще? Тут много соусов. Лимонады. Где-то 11 видов соусов только у них. Сырные палочки 305 рублей. Какие-то байцы свит чили. Даже не знаю, что это такое. Вы можете прийти разобраться. А бургеров у них 1, 2, 3, 4. 12 видов бургеров. 3 салата. Ребра. Еще дополнительно можно все что угодно добавлять. Сейчас бы в море, конечно, окунуться. Не бургеры жрать, булки наедать. Ну, уж больно есть хочется. Ну что, принесли картошечку. Такая прям отличная подача. Ну, ничего необычного, просто очень оригинально. Ну, хорошо, даже если не оригинально. То, что надо. В общем, есть еще у них отдельное меню. Бургер с 4 котлетами за 1300. И бургер 3-килограммовый за 3450. Ну, это, скорее всего, уже надо брать на компанию. Ну, отлично. Бургерная лавка. Я прям в предвкушении. В общем, у меня, как обычно, что-то пошло не так. А именно... закончилась память. Я почти все доела. Ну вот у меня чуть-чуть остался вишневого бургера. В общем, могу сказать, что это очень достойная вещь. Много вишни. Она прям дает такую, знаете, яркую пикантность. И прям очень хорошо пивком запивается, холодненьким. Но не больше одного бокальчика. Ваше здоровье. Когда захочется вот такого перекуса, то обязательно. Саша, спасибо за рекомендацию. Улица Крымская рулит. Анапа расположена на 45-й широте. Это ровно посерединке между экватором и Северным полюсом. То есть наблюдается равновесие. Равновесие обеспечивает безопасность. Золотая середина, полуденная линия, как только не называют 45-ю широту. 2 моря нас омывают. Это самое мелкое в мире на сегодняшние годы уже Азовское и глубочайшее Черное море, океан. Это дельта Кубани, обширная пойма Кубани в нашем регионе. А Кубань-река оказывается, опять-таки, единственной рекой в мире, которая впадает в 2 моря одновременно. В Азовское и в Черное. Смыкание гор, степей, 2 таких разных морей, дельты Кубани на 45-й широте, нигде больше в мире не повторяется.
Вот здесь я живу, а вот туда я сейчас пойду купаться. Аттракцион называется «Бешеная лошадь». Короче, на канале «Путешествуй вкусно». Бывает вкусно, невкусно, весело, отважно, критически опасно. Такой вот там, вот такой нормальный спуск прям это. В принципе, нормально. Значит, обувь либо кроссовки, либо я вот в этих кроксах. Так все тут, знаете, такими ступеньками, пласты выветривания. И смотрите, отличный пляж, никого нет. Там вот людей-то побольше будет. Ну, слушайте, в принципе, нормально спускаться. Короче, не поминайте лихо. А молодая была не молода. Соответственно, это занимает чуть больше времени, нежели вы молодая козочка или козлик. Поэтому вопрос вашей натренированности и сноровки. Короче, прошел дождь, и здесь вот был немножечко обвальчик. Опасно. Нужно уехать. Ввязалась в авантюру, короче. Специально для дураков сделаны дороги. Нет, дураки лезут. Отважные путешественники лезут с риском для жизни, не ищут легких путей. В общем, вроде я нормально спустилась. Так, чуть испугалась, мягко говоря. Сейчас пойду открывать купальный сезон. Ну вот пляж здесь есть немножечко какаду некоторое, но незначительно. Я бы не сказала, что тут как-то грязно. Ну, понятно, после шторма там что-нибудь сверху принесет, строительный мусор какой-нибудь. Так что пляж хороший. Если надуть какой-нибудь матрасик, не надо платить 400 рублей, и море чистое. Ну что, друзья, дадим немножко обнаженочки в камеру. О, холодненькая пошла. Ну да, камни тут такие, ну, как сказать, только в специальной обуви. Знаете, бывало и похуже. Бывало и похуже в моей жизни, когда волны, коралловые рифы. Тут, конечно, не штиль, но не колипы. Вода обалдеть, слушай, то, что надо. Иду я, тут две прекрасные барышни. Здрасте, вас как зовут? Алена. Алена, расскажите, что это за такое оборудование? Да, ну на самом деле очень популярно. Это самораскладывающаяся палатка и самонадувающиеся коврики. Прикиньте. Это как бы... сама гуляющая собака? Да, сама берущая палочку еще. А вы сама откуда приехали? Краснодар. Краснодар? На выходные? Ну, на пару недель. Любите Анапу? Да, ну вот именно конкретно эту часть Анапы, не центральную. Именно высокий берег, да? Да. Супер, я тоже. Ну, Триш и вот это побережье все. Триш это вот как Да, раз... дальше, там, за холмом. Тогда аргонавты шли нашим северным Причерноморьем в Колхиду, Адлер сегодняшний в Сочах, вот, за Золотым Руном. Ринулся Арго вперед, с ним вместе и мы, аргонавты. Плаванье нашего цель было Колхидское царство. Слава давно уже шла про золотое руно. Тот, кто сокровище этого станет владетель, счастье и власть обретет. И в аргонавтике Аполлония Родосского, это древнегреческий автор, 3 век до нашей эры, у него есть 2 упоминания имени, неоднократные, на 2. Это по дороге туда. Останавливались они на острове Анапа, тогда это был мыс, такой остров, длинный, большой, 1,5 километра. И разжигали жертвенный костер. А на острове Анапа, повторяет Аполлоний Родосский, находились 12 девушек. Они, наблюдая за потугами аргонавтов, громко смеялись во весь голос. Те в ответ распустили руки. У нас самое любимое место пикников, где можно распустить руки в отношении девушек, это вот наш ближайший Утриш. Перевод от рушения, ровно посередке, 90 градусов, раскололась гора, половинка образовала мыс, большой Утриш, половинка так и осталась вертикальной. К этой горе, опять-таки, с точки зрения древних авторов, на Большом Утрише мог быть прикован Прометей. Вот сейчас поднимемся к маяку. Посмотрим с такого вот, получается, полуострова, как выглядит вот эта вся утесная история. Большой Утриш.
на пути к маяку есть такое местечко. Мидии тут говорят, крымская мидия, полкило 500 рублей. В винном соусе делают. А дальневосточная устрица 200 рублей штучка, что очень недорого. Единственный минус – игристое и прочее нужно нести с собой. Покупать в супермаркете. Ну, в общем, если соберетесь сюда, то алкашку везите с собой, а морепродуктов вам выдадут. Один из околоанапских маяков такой вот советской архитектуре в память о героях Великой Отечественной войны. Вот здесь часовенка есть, маяк-часовня. В 2010 году ее воссоздали. И на асфальте растут маки. Вот такая вот крохотулина пробивается сквозь асфальт. За крутым берегом, вот там дальше, вдалеке видна как раз Анапа. Вот посмотрите, какие красивые берега, такие, знаете, даже не надо ехать, все ездят там на специальные утесы в Ирландии, во Франции, в Англии. Все, пожалуйста. Ты можешь себе любую страну организовать ментально, будучи, например, в Анапе. Или как вот я была в Батуми, и там в одном городе квинтэссенция совершенно разных городов. Посмотрите ролик про это. Вообще подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Слушайте, место, конечно, прекрасное, но вот с таким средневековьем будем делать вид, что мы не замечаем. Я думаю, со временем это все поправят. И вот с этой площадочки, где мы сейчас находимся, летом уходит морской транспорт, который может вас с вещами, с вашим скарбиком перевезти вот туда, вот левее от Утриша находится несколько лагун, в том числе и нудистские, если кому интересно. Вот. И, соответственно, вы там можете дикарем отдыхать с палатками, с такой вот с девственно-первобытным отдыхом. Кайф, море, релакс. Все пути ведут в Анапу. Я так понимаю, вот это вот все безобразие – это последствия шторма века, который был здесь, по-моему, в январе. Все об этом слышали, и я как раз была, когда вынесла в Витязево сухогруз. Ну что, идем смотреть новую анапскую достопримечательность через долгую, ну не совсем долгую дорогу в дюнах. Сегодня мы в Анапе, в зимней Анапе, возле новой достопримечательности. Месяц назад был шторм века. Вот этот сухогруз выкинуло на мель. Ну как на мель? Почти на берег. И вот сейчас все приезжают, зеваки, туристы и прочие, смотрят, фоткаются. Но вообще, конечно, прикольно. Еще здесь интересно, когда рапаны лежат. Вот их нужно собирать, после шторма ходить. Но вот что-то ничего не видно, никаких рапанов. Поищем их в ресторанах. Смотрите, есть такие мидии тут, устрицы. Тут уже 300 рублей. Кефаль, блинчики с мидией. И, знаете, такая вот советская мозаика. В отличном состоянии. Прям очень прикольно. Вот это вот круто. Вот это вот крутое наследие осталось. А мидия у вас чья? Своя, мы выращиваем, у нас ферма. Сами выращиваете, очень да? вкусно. Да вы что? Да, очень вкусно. Я вот ела все и не один раз уже, так что берите. Это прибавлено на собственном соку и 3 вида соусов. Представляете, в собственном соку? Потрясающая мидия. Я думаю, человека не ложит, пожалуй. А устрица тоже своя? Конечно, да. Двухлетка. У нас мидия двухлетка и устрица. Вместо топчик. Ну что, попробуем сейчас Шато Тамань, брютик. Мидию черноморскую в томатно-остром соусе. И попробуем двухлетнюю черноморскую устрицу. Вот она такая, смотрите, крохотуленькая. Лимончик. То, что надо. На один вкус. Очень нежная, с нежным вкусом. Потрясающе. Ваше здоровье. И вот про это место говорят. Я думаю, что вы мимо не проедете, у них нет никаких ни инстаграмов, ничего. Вот рядом с мозаикой 3 года держат цены. Вот, и свои продукты. Если, например,
в Сочи в основном чилийская мидия, то здесь своя. Сами ребята ее ловят, достают со своей фермы. Вот так вот едим, как в ролике про Брюгге. Слушайте, это пища богов. Можно без всего взять. И в томате прям отлично. Отлично заходит. В общем, не проезжайте мимо. В Большом Утрише вот такая вот вкуснотень. Прометей освободил Геракла, это известно всем, от орла. Адыги называли этого орла, тоже с глубокой древности, Неберджай. У нас есть местечко Неберджай. В III веке до нашей эры была Гаргипия, она же Синдия. В центре поселения был поставлен 2 склепа, которых нашли наши археологи только лишь в 1975 году. Когда вошли, ахнули, все потолки, своды были расписаны фресками. Вот. Центральная фреска гигантская – это 12 подвигов Геракла. И это все можно увидеть в нашем музее Гаргипии, можно увидеть своими глазами. Друзья, если вы находитесь в Анапе и немножечко некупательное море или какая-нибудь другая непогода, то можно посетить прекрасный музей Гаргипия. На все 5 выставок 500 рублей стоит билет. Если вы берете с экскурсией, то еще 200 рублей. Анапа – это помимо того, что курорт и здравница, это еще много историй Древней Греции и не только, и очень интересные истории. Я так предполагаю, что вот в этих бочечках хранилось вино. Строили-то серьезно, прямо из камня. Жалко, что разрушено многое, но это прям город Гаргипия. Ну, это фундаментные части. И вот видно, что там колодец. Так вот выглядело это поселение в миниатюре. Здесь прямые доказательства, что это все античное. Это вот прям мрамор, фасад Коринфского ордена. Ну, то есть такие находки достаточно в хорошем состоянии. То есть это реально античный город с богатой историей. Здесь вот даже у них гробницы. Это то, что нашли. Но я представляю, насколько здесь еще много чего не нашли. Сколько заморожено было вот этих объектов раскопок. Мне рассказывали, там просто делали стройку, потому что это же выгодно, а история кому выгодна. Вообще, конечно, посещение таких мест, они заставляют задуматься и более серьезно изучить любимые места с исторической точки зрения. На территории заповедника было найдено порядка 22 жилых домов. Отапливались глиняными сосудами, в которые древесный угол раскаленный клали. Имели комнату с очагом, с жаровней. Туалет был в виде выгребной ямы. Дома были до 400 квадратных метров. Достаточно большие. Знаете, если вы живете в гостевом доме и любите вкусные, хорошие продукты, вам обязательно нужен магазин «Табрис». Вот вы только посмотрите на изобилие и разнообразие устриц, мидий. То есть устрицы начинаются от 130 рублей. Так, рыба свежая, осетра, стерлядь. И вот, пожалуйста, такой красавец. Так, ну это океанские рыбы, но все равно все уже приготовлено для того, чтобы можно было делать деликатесы. Имена Анапа, Синдия, Гаргипия, Анапа. В разных произношениях, в разные времена. Известно, что здесь где-то так с 7-8 века до нашей эры жил народ по имени Синды, откуда до 1-2 века сохранялось во всех описаниях географических и так далее географическое понятие Синдия. Это Индия кавказская. Синды по языку, а народ определяется обязательно материнским языком. Так вот, материнский язык у синдов, он хорошо изучен. Индоарийский, он же древнеиндийский, он же санскрит. И Анапа на индоарийском, на санскрите, это всего 2 слова. Ана – это основа, фундамент всего, чего есть. Ана – земля-матушка, основа, фундамент всего. Апа – это пить воду. Я у Анапы – основа, фундамент питьевых
минеральных вод. Слушайте, ну вот смотрите, древнегреческий склеп, 3 век до нашей эры. Нашли возле станицы Анапской, перевезли сюда. Находится он возле бюветика. Курорт, тут же и вулканы, и источники. И посмотрим, что тут у нас с минеральной водичкой-то в Анапе происходит. Кс-кс-кс-кс-кс. Да идите, говорит, вы, отдыхающие. В бюветах 2 типа воды. Анапская. Анапская у нас, получается, желудок. Гастриты, колиты. И Синегорск. Поджелудочная язвенница. Язва, короче. Анапская. Ваше здоровье. У нас такая чуть-чуть легкая соленость. Чуть-чуть. Приятная водичка. Семигорская номер 6. Холодная. Да, возьмем Семигорскую номер 6 холодную. А здесь уже прям присутствие солей более чем ощущается. Уже так, знаете, прям как будто бы соды там развели. Но в лечебных целях это полезно. Поэтому будете в Анапе. Ой, спасибо. Приходите на Анапский бювет. Кстати, очень прикольно так босичком пройти по холодной водичке. Как раз с пляжа, песок смыть. И знаете, вот идешь и прохладно прям, очень комфортно. На солнце жарко, а тут тенечек, холодная вода. Отличная идея. Вот, друзья, за моей спиной вот здание с водонапорной башней. Одно из первых курортных сооружений. Здание столовой санатория «Маяк». Была одна из первых грязелечебниц. Вот такая вот тут на набережной есть историческая часть города. Вокруг Анапы, в горах Кавказа, по ущельям, течениям горных речек, жили адыги-черкесы, древнейший народ Кавказа. У них есть слово «анап», обозначение местности. В их переводе с адыгского языка это место Бога. У абхазов, которые двоюродные братья по языку наших адыгов-черкесов, есть божество, тоже плодородие, Анапа-Нага, где слово «нага» напоминает нам сохранившееся вот в этих очень древних языках упоминание мудрых змей Индии, говорящих на человеческом языке и помогающих людям во всем. Когда-то в 1986 году я впервые попала в Анапу, в пионерский лагерь «Прометей». Вот он находится за моей спиной. Сейчас он такая, знаете, заброшка. Слушайте, вы знаете, засов отодвинула, можно зайти. Сейчас пройдем, вспомню детство. Может быть, что-нибудь расскажет, что там происходит. Вот оно, наше счастливое детство. У меня есть единственная фотография из той поездки. Вот так вот я выглядела, самая дылда в отряде практически. Да, заброшенный розарий. Здесь у нас был медпункт. И когда как-то мы там что-то бесились, обливались, я подскользнулась, стукнулась головой об стену, потеряла сознание. Вот у меня там юбчонка задралась, и вместо того, чтобы помощь оказывать, пацаны ржали надо мной, что они там трусарди какие-то увидели. И вот здесь потом я лежала и 2 дня не ходила на море. Представляете, на море ходили 2 раза в день, и к концу смены уже на море тошнило от этого моря. И хотелось просто побыть на территории. Как на линейку вставали утром, как флаг поднимали. Вот оно, наследие. Все греки. 2500 лет назад, которые к нашим берегам подплывали, чтобы затеять торговлю с нами, они услышали, узнали, что эта вот местность называется Анапай, что на их древнегреческом языке означает «высокий берег» в переводе. Ну а поскольку все анапчане, гости города по высокому берегу гуляют круглые сутки, уже многие десятилетия, вот вам географическое рельефное определение местности на их языке. Ну что, друзья, посмотрим на пляж «Высокий берег», как он выглядит. Солнышко уже к закату начинает. Ну что, вот пляж «Высокий берег», пансионат.
тут, пожалуйста, блюдо с мангала. Ну, он такой, пляжик плотничком. Но мест много, но люди. А на нашем высоком берегу волны были. А вот здесь вот Золотая бухта, вот посмотрите, вот этот комплекс. Не то, что я рекламирую, говорит, наполовину продан, и там апартаменты начинаются чуть ли не от 50 миллионов. Конечно, с видом на море и рядом с пляжем. Круто было бы так жить, но лучше мы на своем высоком берегу поживем. Гораздо дешевле. Как бы было сейчас написано в Хорватии или Италии, зона педонали. И так вот педональщиков тут уже прибавляется. Хотя еще только середина июня. Люди приехали на курорт органов движения. Короче, ребенок сидит в таких штуках, а здесь происходит движение. Прям хочется даже взрослым поиграть. А вы пробовали? Вот такое вот пространство для деток на набережной, судя по магазину. В Абрау-Дюрсо обязательно надо ехать. Кстати, это недалеко, километров 50. Можете съездить, если будете в Анапе. Идем. Важный магазин. Да, тут, конечно, есть где разгуляться. Чем хочешь, о чем хочешь. В общем, российские вина выглядят очень симпатично и привлекательно. По цене тоже, конечно, совершенно разные есть тарифы. Байкадзор вообще вполне демократичные цены. То, что надо. Еще здесь вот лаванду продают. Ну и, в общем, такая вот красота. Ничего нового, только все красивое. Очень много мне, конечно, я не видела в Анапе, но вот каждый раз, когда я хотя бы на час делаю вылазку, посмотрите, какой вид идешь. Вот эти вот перила. И сзади там солнце предзакатное. Слушайте, ну восторг. Курорт потрясающий. Потрясающий. Ну вот чуть мы дошли за бухту, и тут совсем другое состояние моря. Вот 40 лет пляж, людей немного, что-то хвосты мочат. Но я бы не стала, потому что здесь достаточно опасно. Вот красные флажки повесили, это значит, что нельзя купаться. И прям там штормливое море. Ну в этом и прелесть Анапы. Вот эта часть сейчас штормливая, та часть спокойная, та часть цветет, это не цветет. Вот это многообразие выбора и делает ваш отдых в Анапе беспроигрышным. И получается, что у простого имени Анапа всего 3, как и положено для любого древнего имени, смысла. Первое – это вот рельеф, высокий берег, каким является город. Второе – обязательно сакральное место Бога. У адыгов, черкесов местоположение Бога Высочайшего они имели в виду. А главное – судьбоносное в любом имени значение, смысл. Вот основа питьевых вод.